В городском приюте для кошек, в самой дальней клетке, жил кот по имени Тобби. Он был особенным из-за редкого генетического заболевания, синдрома Эйлерса-Данлоса, и его кожа была очень мягкой, хрупкой и обвисшей, образуя складки по всему телу. Работники приюта называли его «бархатным котиком», хотя Тобби уже давно вырос из котячьего возраста. «Ну что, малыш, как ты сегодня?» — каждое утро спрашивала Анна, молодая сотрудница приюта, меняя подстилку в его клетке. Тобби лишь тихонько мурчал, прячась за своим лежаком. Шли месяцы, годы. Люди приходили и уходили, забирая домой других котов. Мимо клетки Тобби проходили десятки потенциальных хозяев, но, увидев его необычную внешность, лишь качали головами и шли дальше. Слишком много ухода потребует. А он здоров вообще. Бедняжка, но нам нужен обычный котик. Тобби слышал эти слова так часто, что перестал поднимать голову, когда к его клетке подходили посетители. Он просто лежал в своем углу, свернувшись клубочком, и смотрел куда-то вдаль своими добрыми зелеными глазами. «Знаешь, Тобби», — говорила ему Анна, присаживаясь рядом после рабочего дня, «ты самый ласковый кот из всех, кого я знаю. И однажды появится человек, который это увидит». В такие моменты Тобби осторожно придвигался ближе и прижимался к ее руке. Его кожа была такой нежной, что даже легкое прикосновение могло оставить след, но он все равно тянулся к ласке. Однажды в приют пришла молодая пара Мария и Сергей. Они не спешили, внимательно глядя в глаза каждому коту, читая истории их жизни на стендах возле клеток. «А кто это там в дальней клетке?» — спросила Мария, заметив одинокую фигуру Тобби. Анна, проводившая для них экскурсию, просияла. «Это наш особенный мальчик, Тобби. Он особенный?» — переспросил Сергей, и в его голосе не было ни отвращения, ни жалости, только искренний интерес. Они подошли к клетке, и впервые за долгое время Тобби поднял голову, встречаясь взглядом с посетителями. В глазах Марии блеснули слезы, но она улыбалась той особенной улыбкой, которая говорит больше любых слов. «Здравствуй, красавец», — прошептала она, опускаясь на колени перед клеткой. «Можно с тобой познакомиться?» Путь к сердцу. Первые дни в новом доме были для Тобби непростыми. Он прятался под кроватью, выбираясь только ночью, чтобы поесть и сходить в лоток. Мария и Сергей не торопили его, понимая, как много времени нужно, чтобы залечить раны прошлого. «Все хорошо, малыш», — тихо говорила Мария, оставляя возле кровати его любимые лакомства. «Мы подождем». Постепенно любопытство начало брать верх над страхом. Сначала Тобби стал выглядывать из-под кровати, когда хозяева смотрели телевизор. Потом осмелел настолько, что выходил посидеть в углу комнаты, наблюдая за жизнью своей новой семьи. Однажды утром случилось чудо. Тобби сам подошел к Марии, когда-то читала книгу на диване. Осторожно, словно спрашивая разрешения, он запрыгнул рядом и свернулся клубочком у ее ног. «Сергей», — прошептала она, боясь пошевелиться, — «посмотри». В тот день они поняли, Тобби наконец-то поверил в них. Вскоре в доме появился еще один житель, старый кот Квинтон, тоже из приюта, без единого зуба во рту. Тобби, к удивлению хозяев, сразу принял нового друга. Они стали неразлучны, вместе спали, ели, играли, и Квинтон, несмотря на беззубый рот, постоянно умывал своего младшего товарища. «Смотри, как они заботятся друг о друге», — улыбался Сергей, наблюдая за этой необычной парой. Прошло больше года. Тобби расцвел в окружении любви и заботы. Да, его кожа все так же требует особого внимания, а прыжки с высоких мест ему противопоказаны. Но разве это имеет значение, когда у тебя есть любящая семья? Каждое утро Тобби встречает Марию у кухни, мурча и потираясь о ее ноги. Днем они с Квинтоном наблюдают за птицами через окно, а вечером вся семья собирается на диване: Мария, Сергей, беззубый Квинтон и их особенный Тобби с его удивительно мягкой кожей. «Знаешь», — говорит иногда Мария друзьям, гладя мурлыкающего у нее на коленях Тобби, некоторые думали, что особенный кот — это сложно. Но они просто не знали, сколько счастья может принести такая особенная любовь. А Тобби просто жмурится от удовольствия, не задумываясь о том, что он чем-то отличается от других котов. Для него важно только одно: он наконец-то дома, там, где его любят таким, какой он есть. В его большой миске всегда есть вкусный корм, на подоконнике устроено мягкое место для наблюдения за птицами, а главное, рядом всегда есть те, кто заботится о нем, несмотря ни на что.
Ведь настоящая любовь не смотрит на внешность, она видит только сердце. Дорогие друзья, если вам понравилась история, подпишитесь на канал и поставьте лайк. До свидания.